сильнейший паладин из всех. Хотя, казалось бы, куда уже сильнее. Прек-паладин сегодня, народ. Рассмотрим данную сборочку. Всем приятного просмотра. Погнали смотреть видос. Начнем с билдачка. С талантов я вам покажу, в чем здесь суета. Смотрите, это не прото-паладин и не ретри, как вы уже догадались. Когда мы качаемся в протика, мы идем прямо до конца, до молота праведника. То есть все выкачиваем, всю линию. Соответственно, здесь у нас такого не будет. Поэтому из ветки протика что такое самое сочное мы теряем? Во-первых, это щит небес, такая гроза любого милишника в режиме 1х1, когда вы выходите. Если вы протик против вас милишник, щит небес контрит всех. Соответственно, щит мстителя, который мы кидаем как прото-паладин, теперь у нас тоже такого не будет. Соответственно, у нас пропала немота, пропало замедление, пропал такой разовый урон. Довольно солидный. Ну и молота праведника тоже не будет. Это такая мини-потеря, но тем не менее. Плюс некоторые пассивки, которые мы качали в протике, также у нас будут отсутствовать. Так что же у нас в ветке протика-то осталось? Вообще приятнейшая пассивка на бой одноручным оружием. Соответственно, теперь мы, когда носим одноручку, у нас будет увеличенный урон, что, конечно же, нас не может не радовать. Плюс мы берем себе священную жертву, чтобы дополнительно сейвить своих тиммейтов. Ну и так по мелочи разгоняем себе все остальное. Сокращаем КД на молот правосудия, на наш стан и так далее. Ну и большую часть наших талантов, 43 поинта, мы аж закидываем в ветку воздаяния, в ветку ретри-паладина. В чем отличие от прото-билда, допустим? У нас присутствует покаяние. В прото-паладине мы покаяние не качаем, потому что качаем мы когда протика, мы максимум доходим до священной войны. Все таланты ниже в прото-паладине уже не качаются, здесь же они есть. Поэтому давайте, самое вкусное, что мы здесь получаем, и то, что протик недополучает, когда данный билд не прокачивает. Соответственно, божественный замысел. И два моих любимчика, это искусство войны и покров света. Значит, смотрите, как работает покров света. Увеличивает силу заклинаний на 30% от силы атаки. То есть, чем больше силы атаки, тем больше у нас будет наша сила заклинаний. И это работает с дополнительной силой атаки, которую мы получаем. И искусство войны, конечно же, такая визитная карточка прек-паладина. Ну, по сути, и ретрика тоже, но прек-паладина в частности. В общем, вы можете моментально кастовать либо, допустим, экзорцизм, либо вспышку света во время боя, когда получаете стаки. Тут, кстати, критично важно поставить себе аддон на отслеживание стаков. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот, смотрите, я подбегаю к манекену, начинаю просто его там автоатаки производить по нему. У меня появляется стак искусства войны. 2 стака искусства войны. И 3 стака искусства войны. Я за счет аддона себе отслеживаю вот на данной точке экрана, соответственно, эти самые стаки. Просто чтобы не искать их справа сверху визуально, а чтобы они были в том месте, где вам удобно. Почему это важно? Потому что ваш геймплей, в принципе, строится именно от проков искусства войны. Давайте вот сейчас наберем 3 стака, и я вам покажу, что можно сделать, какую суету навести можно. Вот, все, 3 стака есть. Я вижу, что у меня 3 стака, я просто 3 раза подряд в него моментально экзорцизм кастую, который, скорее всего, еще и критовать будет. Поэтому поставьте себе аддон, он называется Tell Me When. Если что, у меня есть видео по всем моим аддонам и по всему моему интерфейсу. Я подробно разбираю, что как настроить, чтобы было вообще все минималистично, красиво и как у меня. Если интересует, ссылка в описании, переходите. Если впадлу смотреть целый видеоролик, можете разбираться сами, но, в общем, название аддонов я вам буду проговаривать. Tell Me When для отслеживания бафов или дебафов. Можно еще по-другому использовать, но я лично использую в данных целях. Кстати, если мы говорим про улучшенное праведное неистовство, которое позволяет нам меньше дэмэджа получать, если работает, да, аура, также можно через Tell Me When отслеживать. Он будет гореть, когда у меня данного бафа нет. То есть все, у меня бафа нет, я понимаю, ой, я забыл включить праведное неистовство. Включил баф, соответственно, ну, иконочка пропала, я понимаю, что все классно работает. Поэтому используем. Вот такая вот суета по итогу выходит. Протестируйте данный билдак, я вас уверяю, вам понравится, потому что делать не надо ничего от слова совсем, ну практически, а импакта вы выдаете неимоверно много. Вообще прек-паладин, в чем его сила? У него идеальный баланс между нанесением дэмэджа, захилом и помощью тиммейтам. То есть вы можете и станы подиспелить, и дэмэдж на себя переправить, и подхилить, и поконтролить за счет стана, за счет покаяния. Очень много возможностей. Ну и, конечно же, символы, как без них. Первый большой символ — это символ правосудия. Здесь все просто. Символ изгнания зна тоже must have. А вот третий большой символ у нас отличается от того же прото-паладина, или там, если мы в ретрика говорим, играем. Соответственно, символ вспышки света берем третьим большим символом, чтобы еще эффективнее хилить себя и своих тиммейтов. Если мы говорим про малые символы, здесь обязательно только 2. Это символ чутья на нежить и символ мудрых. Третий символ тоже, по сути, можно назвать обязательным, но так, вы знаете, на пол шишечки. Чуть-чуть маны у вас будет меньше стоить, благословение королей. В общем, я беру таким вот образом. Можете себе символ благословения королей не брать, взять какой-нибудь другой, который вам больше нравится.
Поговорим про характеристики, народ. Смотрите, самое важное и первостепенное, что вам стоит набрать, это 5% меткости. И здесь главное, учитывайте ваши расовые пассивки, например, если они присутствуют. Например, если мы выбрали созвездие Феникса, они же Бладельфы, у нас пассивно у персонажа уже повышена меткость на 1%. И дальше мы начинаем набирать устойчивость. Понятное дело, за счет ПВПшного шмота у нас ее будет, в принципе, уже хватать, поскольку мы играем на Сирусе. Но в целом и в среднем у вас должно быть 1500 и выше устойчивости для комфортной игры, чтобы вас просто не шотали. Точно такая же ситуация у нас с критом обстоит. Плюс-минус у вас должно набраться 40% и выше. Но если 40 есть, можете особо не париться и все остальное закидывать в силу. То есть вы набрали 5% меткости, 1500 реса, 40% крита, все остальное кидаем в силу прям по максимуму. Теперь говорим про профессии. Самое важное — это инженерку прокачать и кузнечное дело. Инженерное дело позволяет нам зачарить перчатку нарукавной зажигательной ракетницей. Будете просто каждые 45 секунд дополнительно стрелять в противника дамагом. И также инженерка позволяет нам зачарить наш плащ на дополнительную ловкость. Будет чарка называться эластичная подкладка. Кузнечное дело позволяет нам вырезать одно дополнительное гнездо в наручах и одно дополнительное гнездо в перчатках. Просто 2 дополнительные гема будем себе в шмот вставлять. И если есть еще возможность профессии добирать, то это ювелирное дело и кожевничество. За счет кожевничества мы себе чарим наручи на дополнительную силу атаки. Ну и за счет ювелирки мы себе 3 усиленных гема в наши сокеты вставляем. Но в целом приоритет такой: инженерное дело, кузнечное дело, потом кожевничество, потом ювелирка. Теперь поговорим про шмот в целом. Мы носим щит и одноручку. Понятное дело, у нас будут немного другие чарки на все это дело. На щит мы накидываем титановую обшивку, на одноручку можно накинуть себе чарку, которая увеличивает силу заклинаний. Так вы будете эффективнее хилиться. Если не нравится бегать с чаркой на силу заклинаний, займите себе 2 одноручки. Одну зачарьте на силу заклинаний, а вторую как хотите, и вам будет праздник. Будете просто в момент боя свапать себе пушки, когда нужно подхилиться одну, когда нужно дамажить, бегать там. Все остальное дело творить будете использовать вторую одноручку. Главное, используйте метовый сокет правильный, который вот мы в шлем вставляем. Это гем, который увеличивает нам ловкость и дает крит урон дополнительный. Это самый лучший гем на прек паладина. Ну и в целом на ретрика тоже будет самый лучший гем именно такой. И поскольку нам нужно активировать еще этот метовый сокет, нам обязательно нужно хотя бы 1 гем синий заиметь в наших шмотках. Этот гем можете использовать на доп статы. Там 10 дополнительных статов или 15, в зависимости от голды, которая у вас умеется. В общем, смотрите сами, вставляйте себе синий гем на доп статы. По поводу созвездий, по поводу лучшей расы для прех-паладина. Наилучшим вариантом из общедоступных, которые не нужно качать, открывать, будет созвездие Феникса. Прям гига must-have. Очень приятная активка, волшебный поток, здесь называется поток энергии, неважно. Значит, накидываем немоту в радиусе и регеним себе ману моментально, что тоже, опять же, имеет определенные приятные для нас последствия. И второй вариант из общедоступных, довольно интересный, это созвездие дракона. В основном его берут именно на холле паладинов, просто ради дополнительного дефа. У вас и активка, которая позволяет откинуть противника, замедлить его, то есть такая сейф активка. И пассивы тоже заточены на то, что у вас будет больше захила и больше выживаемости. Но и для прек-паладина это тоже достаточно неплохие пассивки, потому что, а почему бы и нет, вы будете просто более выживабельным, скажем так. Есть, конечно, еще один вариантик, но его уже придется прокачивать, а именно созвездие Безликого. Тут у нас какие бенефиты? Довольно интересная активка, которая замедляет противников и не дает замедлять у вас и ваших тиммейтов, так еще и подгоняет хлыстами, чтобы вы быстрее бегали. У вас будет просто монопул больше и при этом пассивка, которая практически позволит вам никогда не регенить вашу ману. Плюс у вас будет пассивка на прок дополнительной силы атаки, что будет нам полезно, мы это уже выяснили. Ну и также темный шепот темных. Дополнительно позволит вам негативные эффекты на противников накидывать, которые будут рядом с вами находиться. В общем, созвездие Безликого, если хотите что-то прокачать, если деньги карман жмут, хотя лучше задонатьте мне. Если бесплатно хотите, ну и в целом я бы всегда бегал в созвездие Феникса. Если хочется интересного и больше выживающего, тогда созвездие Дракона. Ну и про созвездие Безликого, да, тоже уже проговорили. Как вы могли понять, данный видос является неполной версией моего основного гайда, который я записал на Бусти. В нем я провел полный обзор способностей, разобрал ротацию, геймплей, да и в целом разобрал паладина более подробно. Также на моем Бусти вы можете найти полный гайд по моим PvP-шным аддонам и настройкам интерфейса, опять же, под PvP, а также гайды на многие другие классы и спеки, начиная Frost и Blood ДКшниками, заканчивая Shadow пристами и Дестра варлоками. Поэтому переходите на мой Бусти, знакомьтесь с контентом и подписывайтесь. Я же вам желаю удачи, всем прогрессии в PvP, всем пока.